Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. Нет, я не поверила, А у вас минус я 4. не поверила себе. Думаю, что-то такое, брюки сползают. То ли пуговица ослабла, то ли что. Критикуете, я не обижаюсь, критикуете. Критика иногда тоже полезна. Валентина Ивановна от дождя прячется. Валентина Ивановна, сегодня у нас Пасха, великий светлый праздник. Хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, пожелать вам здоровья, счастья, всего самого наилучшего. И чтобы вы всегда оставались такой веселой и доброй. А это вот от Палыча Кулич вам Красотища, Пасху. спасибо. Ох, какая прелесть. О, Да. ужас, Вы замечательно. такие Спасибо, вещи Игорь. любите, я Да, знаю. я люблю Ну, такие поздравьте вещи. своих поклонников с Пасхой. Да, поздравляю всех с Пасхой. Главное, желаю всем здоровья, благополучия в семье и, как всегда, чтобы поскорее было мирное небо над нами. Валентина Ивановна, я смотрю, у вас новая прическа. Какая шикарная. Да-да, Вы мастера поменяли, да? да, кое-что сделала. Но Ага. пока не скажу. Правильно. Ну, выглядите эффектно. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Всем привет, дорогие друзья. Мы с Валентиной Ивановной сидим в теремке. Заказали пельмени. И вот сметана нафигарили в обе порции пельменей. Хотя заказывал один без пельменей. Ой, без сметаны. И вот Валентина Ивановна тщательно сметану выгребает. Я не только Ну и выгребаю. вот мы заказали 2 блина, один с вишней, другой с клубникой, одну кофе и двое А прибор-то у нас один всего-навсего. пельменей. И сейчас Прибор я принесу. один. И морс, теремок. 1400 рублей отдали. Один прибор. Сейчас я пойду за другим. Давай. Прибор все как-то скомкано, да, Валентина Ивановна? А? Скомкано как-то Ничего получилось. страшного. Нормально? Сейчас все сделаем. Так. Вот так вот, немного вот здесь вот надо надрезать. Узнаем, где какой блин. Клубника, где и... Это что? Наверное, вишня. Ну-ка, этот. Вот вишня, мне кажется. Ну-ка. Клубника. Моя. Ну я же определяю. Это Это вишня. вишня, а у тебя клубника. Я же вижу. Вот это клубника. Все, определились. С Осилили. Валентиной Ивановной. Так. Ну и А стаканов нету пить? Опять не дали. Я скажу сама уже. Сходите вы Теперь теперь. я Они сейчас мне уже скажу. там, да. Да, все. скажет, вы не заказывали. Пожалуйста, сэр. Ну, какие дали стаканы. А ты как думал? Болотные. Гляньте. А ты как думал? Ходить? Наливаем. Буду просить, что ли, еще? Я сказала, а квас из чего мы будем пить? Нет. Квас взяли, да? Да, да, квас. Сегодня квас у нас. Квас 0,5. 0,5, да. Постный день. Так что все. Да. Блины, квас. Правда, Пельмени не постные. ну, пельмени, к сожалению, но это так уж ладно. Ну, давайте, со Давайте, свиданием. со свиданием. Давайте. С праздником вас. С праздником. Как вам? Вкусный, хороший. Хороший. Ну, как вам пельмени, Валентина Ивановна? А? Как пельмени вам? Угу. Вы их все вытираете от сметаны? Конечно. Пельмени приличные. Угу. Нормально. В санатории давали такие пельмени? Давай. Вкусные? Мне очень были интересные пельмени, мне понравились. С уткой. Пельмени с уткой. А как же там у вас шведский стол? Да. И вы сами накладывали пельмени? Нет, сами. Огромный поднос. Мгм. Дайте я поправлю микрофон. О. Огромный поднос. И ты приходишь и накладываешь сколько хочешь. Ну, русскому человеку только допусти. Не хватало, да? Не хватало. Но я упорно стояла, ждала другой поднос, потому что они мне очень понравились. Пельмени. Мгм. С уткой? Первый раз слышу. И я первый раз. Ты знаешь, Игорек, очень своеобразный вкус. Очень своеобразный. Настолько приятный. Да, пельмени надо заказывать
было по отдельности порции. Одну со сметаной, другую нет. А ты им что угодно напиши. А ты сметану 2 поставил? Ну да, я думал, сметану отдельно И подают. 2 поставил. Если сметана 1, а они задали. Не, я имею в виду, я думал, сметану отдельно подают. И можно было добавлять. А они, оказывается, ее сразу в эту кидают. Нормально. Блюдо. Что еще вам запомнилось в пансионате? Ой, в санатории? В санатории что понравилось? Ну, запомнилось. Ну, во-первых, активность наших советских людей. В каком плане? Вот, например, культработник объявляет, кто-нибудь любит стихи, умеет ли читать стихи. Ага. И сразу поднялось несколько рук. Много, да? Да. И вечер прошел. Очень интересно. Люди очень много знают стихов наизусть. А возраст, сам понимаешь, преклонный. Память хорошая. И зал всегда полный. Зал полный концертный. Вы не прочитали ничего? Я нет, я стихи не читаю. Я стихи не читаю. Я только слушаю и любовалась людьми. Так. Вот. Ну, танцы вас не впечатлили там. Да. Танцы, особенно в самом начале, пока не уехала предыдущая группа, настолько была активная, особенно мужчины, просто удивительно. Я же говорила тебе, я первый раз в жизни была поражена, чтобы мужчина танцевал с мужчиной. Абсолютно. И да, с мужчиной. Это подозрительно. Ну, быстрые танцы. Так, наверное, ничего выдающегося. Квасок какой у нас. У меня еще и кофе заказал. Капучино. Да, кофеман. Ну, скажет, Валентина Ивановна первый раз видит, сметану обтирает салфеткой. Ну, шикарно выглядите, Валентина Ивановна. Такое платье я у вас первый раз вижу Это такое. кофта. А, это кофта, да? Это кофта. Да. Гляньте, вся такая. Прям красотка. Ну, причесочка новая у вас. Стрижка. Стрижка Стрижка. новая. Стрижка новая. А, вас покороче постригли, да? Покороче постригли, да. Ну и как вам нравится? Да, стрижка очень А, нравится. Вот спросим у наших зрителей, Стрижка очень нравится, а вот пишите, как вам нравится, Валентина Ивановна, новая стрижка или нет. стрижка нравится. Может, еще легче заказать без сметаны? Нет, уж я не слон. Давайте еще по одной закажем. Надо было большую брать, но. Это что-то вообще, что ел, что радио слушал. Первый раз слышу. Что я... Еще две маленькие, давайте. Нет, закажу. я пас. Без сметаны. Нет, я пас. Не будете? Я еду. Заказывай себе, пожалуйста, нет. Не, ну а что я буду один? Ну ты что, Надо тоже? компанию надо поддерживать. Ничего, еще надо, блин, и съедим. Вот в сторону. О, Валентина Ивановна. Так, надо нам вот это мне тоже убрать. Так, поднос. Это что ж такое-то у нас? Это сахар. Почему? Кофе к моему. Я не пью сахаром. Мне не надо. Можно будет забрать. Так, вилку уберите, я поднос отодвину, вот, чтобы он нам не мешал. Вот. Ну вот. Цивилизация наступила. Да. Так, сейчас я выключу, поправлю. Да. Так, поправил я микрофоны. И вот Хорошо, поправил, хорошо. будем. Это я зрителям говорю, а то я выключал. Ага. Блинчики. Кстати, Валентина Ивановна, а вот Рима какая встречала на вокзале.
Как вам блины? Дома съели все? Блины отличные, очень вкусные. Съела все до одного со сладким чаем. Я из Юрека каждый раз говорила: спасибо тебе, добрый человек, ты меня очень выручил. Да, Даже Рима. потому что я приехала, холодильник у меня с продуктами, но готового ничего нет. Я голодная. Я ее блинами питалась. Как голодные? Мы с вами ели в Муму, не А да? на следующий день. А, на следующий, да. С утра, да? Вы ничего не добавляли в блины, так ели их? Я очень чистая. Это вам самое такое любимое у вас, да? Они кружевные. Кстати, вот в такси Очень. вас посадил, как добрались? А? В такси, да, когда я вас в такси посадил, быстро доехали? Да быстро доехали, мальчик хороший, донес мне все до лифта, Сумки помог, да? да, помог до лифта, вот, хороший мальчик. Ну, И навигатор у него был чуть приличный, не дурной. не петлял там, да, Не, не, сразу? не, не. Я навигатор проявляю на вшивость. Если он у них показывает не по 12-й улице, а через детский сад. Это сразу показатель хорошего маршрута. Ну, это там Яндекс, он строит, где меньше пробок Нет, там. у других не строят. Да? Мы едем по 12-й Парковой, мимо аргументов и этих самых единого окна, мимо А пятерочки. этот сразу, вот как вы любите, А да? это сразу через детский сад и на мой дом. О. Зрители спрашивают, у меня уже неоднократно, одна спрашивает, как вы относитесь к певице Эдите Пьехи? Знаете такую? Да. Слышать не слышала, Да, скажите, да? не только знаю, но я ее видела даже с молодости, Ну. когда она была замужем за Броневицким, за своим мужем, когда она только-только начинала, когда она была иконой стиля. Может, где-то плюс-минус вам ровесница, да? Да, приблизительно, да. Пьеха. Икона стиля. Она была очень красивая, она очень хорошо пела и очень красиво одевалась. Очень. Мы просто облизывались, когда смотрели ее или на концерте, или Бывали на когда- ее концертах? Да, бывало, но редко, понимаешь, слишком много работы было. Вот, бывало на ее концертах, но больше, когда вот телевидение началось, все. Но, что сказать, жизнь у нее была нелегкая, с Броневицким у нее были большие сложности. Вот. Но потом она вообще довольно рано ушла со сцены. Ну вот показывали ее до недавнего времени. Выглядит она прекрасно. Выглядит прекрасно, несмотря на возраст. Ну, как говорится, у нее внук ведь есть. Да. Стас. Ну, Стас. Ну, как говорится, не всегда от яблоньки яблочко бывает. Вот. Молодец ее дочь, что не пошла по этому пути, Илона. Она другой взяла Ну да. профиль. А сынок начал, внучок начал петь. Ну, это не заслуга бабушки, потому что бабушка здесь уже ничего сделать не могла. Лучше бы не пел, да? Лучше бы не пел. Вам не нравится. А сама, как вам, нравилась она как Да. певица? И как певица нравилась она мне. И она тоже была, в том смысле, язык за зубами не держала. Она тоже многое называла своими именами. Объясните зрителям, Валентина Ивановна, что, а то пишут, какой ужас, клопы. Клопы в номере у вас были в Да, санатории. Нет, но дело в том, что надо пояснение дать, что Клопы лесные. это лесные, да, которые Лесные, безвредные. людям говорю, Людям, да, никакого вреда не вреда не приносят. носили, но что неприятно. Вот входишь в номер после какого-то вечера или днем, на потолке сидят, на стенах сидят, ползают. Они вот такой величины. Ого. Вот такой величины. Ладно, я читать люблю. Залезла в кровать, взяла книжку, читаю. И вдруг я чувствую, у меня что-то зачесалась голова. О, Господи! Я руку сую и вытаскиваю его уже из головы.
Это полбеды. Я очень боялась ночью, потому что я проснулась ночью, у меня кто-то ползет по ноге полбеды опять, но когда поползло по щеке, рядом с ухом, вот здесь я напугалась. Не дай бог такая гадина залезет в ухо, вытащить его практически невозможно. Не, ну если он большой, как он А он залезет? пролезет. Пролезет. Ну что ему там делать? Ему там не интересно. А ему все равно он ползает. Ему интересно, неинтересно, он ползает. Поэтому моя соседка по палате, она как приходила, начинала их ловить и начинала их вышвыривать с балкона. Мы их не убивали, мы их просто вышвыривали. с А они балкона. опять возвращались. Они обратно возвращались к нам. Одна пишет в комментариях, если говорит ночью по мне ползли, я бы говорит, там и кончилось. Нет, ну я переживала, именно за это переживала. Поэтому, когда я ложилась в постель, я поднимала пододеяльник, смотрела, Осматривалась. подушку осматривала, но это не спасало. Все равно они спикируют с потолка и все равно найдут тебя, найдут. А как же они к вам залетали, если вот... Балкон, Ну, балкон, он открыт, что ли, у вас был? А, просто вы говорили, холодно было. Нет, проветривать-то надо. Что там, нету? Не, вот есть, я вам салфеточку. А Ну, у вас есть? Проветривать надо было. А потом у нас 4 дня было приличных, солнышко. Конечно, тут 4 дня вы застали, да? 4 дня. Вернее, 6 получилось. 4 дня на месте, 1 день в Красной Поляне и 1 день в Сочи. Это была погода. Все. А, в Сочи, как вам? Понравилось? Не, с молодостью не встретилась. Не встретились, да? Да. Да. Вообще даже никаких... не осталось даже никаких строений. Почему вот со- осталось? с тех времен. Остался мой санаторий Заполярье, остался мой санаторий Сочи, остался мой санаторий Фабрициуса, остался мой санаторий Актер. Остались вещи, где я когда-то была в молодости. Все это осталось. Но мы ехали на автобусе по Платановой аллее и по Виноградной улице. На этом все. Только все. И дальше парк Ривьера. Парк был прекрасный, уютный. Там много красивых растений, замечательно. А сейчас сплошная, ну как бы это зовут, игровые автоматы, дальше всякие колесо обозрения. И, ну, в общем, накрутили и навертели много аттракционов, чтобы развлекаловка была, особенно для детей. И поэтому парк потерял свою прелесть, потерял свое очарование. Ну, а так вот, сам город вот, в новых вот этих понравился вам? Нет. В новых формациях Ну, что вот ж этих? сказать, конечно. Ну, скажи, пожалуйста, и Адлер, и Дагомыс, и Лоу, и Головинка, и это самое все, и сам Сочи, понимаешь, и Лазаревская. От того, что было более 60 лет тому назад, не осталось ничего. Все изменилось до неузнаваемости. Огромные дома, огромные многоэтажки. Но вот опять русская тяп-ляп. Мы когда ехали на автобусе, показали под Лоу 2 дома. Огромный дом многоэтажный, который разбирают. Построили уже весь 17 этажей и потек грунт. И дом разбирают. Признали аварийным, да? Аварийный, все. Дом разбирают. Ясная Поляна, говорю. А, кстати, вот Ясная Поляна в Туле. Вы Красная были там? Поля. И Нет, в Ясной у в Ясной. Льва Толстого. У Льва Толстого. Да несколько раз. И летом была. И я еще была, когда дальние родственники там были, экскурсии проводили в далекие-далекие времена. В Ясной Поляне. В Ясной Поляне. А потом уже было с обычными экскурсиями, когда уже обычные экскурсоводы были. Этого директора Ясной Поляны я знала там с тех времен, когда он еще был. Ну и теперь Красная Поляна. Я оговорился, Ясная Поляна. Понравилось вам? Это ведь курорт, он сам по себе-то его фактически не было. Его построили к Олимпиаде, по-моему, да? Да. 2014 года. Этот курорт полная копия Куршавеля. Куршавеля. Говорили. Это очень А вы в Куршавеле были? Нет, не была. А как вы можете судить?
А потому что один и тот же архитектор строил, и об этом была речь на экскурсии. И по картинкам, которые мы видели по телевидению, и то, что я увидела воочию. Да, эти домики с башенками, беленькие, красненькие, с претензией на что-то. Ну, как вам сказать? Ну, я бы там жить не хотела. Вот если бы мне даже была возможность, я бы там жить не хотела. Да там, по-моему, никто и не живет. Это... Живет. Живут люди Живут там, да? гостиницы, отели, конечно. Не, ну гостиницы, отели, это да. отдыхающие, Ну, они живут там. а я это имею в виду. А я имел в виду на постоянной основе. Нет, на постоянной основе нет. Отдыхающие. Но даже вот если бы я могла позволить себе эти деньги и туда поехать, я бы не получила этого удовольствия. А почему вы не поехали туда? А мне там не нравится слишком. Ну вот почему? Потому что это не наше. Раз в русской душе не отвечает, два. И в-третьих, мне там неуютно было. Неуютно. Несмотря на то, что когда я была и в Норвегии, и в Швейцарии, там тоже другая архитектура, да? Там уютно, по-человечески. А здесь помпезно, все на показ. Показали роскошь. Там сажены огромные деньги. Ну только да. из-за этого. Ну и что? Вы говорите, не соответствует нашим русским, а что должно быть бревенчатые срубы такие? Вот тогда бы вам понравилось, да? Неправда. Игорь, не надо, не под меня подкалывай, не подкалывай. Я вас не подкалываю. Я могу тебе сказать и другое, русское. Оно не подкалывай. Нет, Игорь, понимаешь, в чем дело? Здесь было сделано на потеху зрителям. Показная роскошь, лепнина и все остальное, потому что, чтобы показать, какие мы богатые и можем себе позволить. Они действительно могут позволить, я тебе говорила. А вы знаете, сколько там цена? Безумная. Так как номер телефона. Безумный. Я об этом говорю. Мне понравился значок. Всего-навсего значок. Вот такусенький. 700 рублей. Успокойтесь, Семеновы, и отойдите в сторону. Я даже его не стала из-за принципа покупать. Вы знаете, когда мы с вами, вот я вас встретил на Казанском вокзале, и в Муму с вами сидели, и одна написала, вот, Валентина Ивановна шубку купила за 8,5 тысяч, и вы посидели, говорит, на 2200. Но мне повезло, потому что почему я купила? Во-первых, я замерзла, я неудачно оделась для Сочи. Я поехала в Вы Сочи. думали, плюс 30 будет? Ну, я взяла 3 летних платья. И в последний момент 2 свитера положила. Думаю, а может быть пригодятся. Вот они меня и выручили. Но если льет дождик, ветер жуткий, там мы как бы на горе находимся, на высоте, холодно. И вдруг приезжает продажа. Ну и что? Я посмотрела. Очень приличный полушубок, натуральная овчина. На мне сидит прилично. И 8,5 тысяч. Ну и что? Я должна мерзнуть оставшиеся дни, дрожать, натягивать на себя. Впервые в жизни не взяла оренбургский платок. Впервые в жизни. Думаю, ну зачем же мне там? Вообще не надо. Вот. И купила за 8,5 тысяч. Так как я была первым покупателем, вместо 10 – 8,5. И вы еще там по вашим рекомендациям кто-то купил? Да, моя соседка по столу купила и соседка по корпусу купила. И все, когда я мерила, они увидели и следом пошли. Пошли следом покупать. Потому что такое у нас стоит дороже. Магазин должен был вам откат сделать. Она и так сделала мне 1500 с костюмом. Но они же вам скостили еще до того, как потом за вами пришли еще несколько продавцов, покупателей. Нет, она была благодарна. Где я шучу. Про откат. Отказ забудь. Это было совсем другие времена. Что, может еще по блинчику, не? Нет, я наелась, спасибо. Сейчас на танце протрясете все. Ну, раз появился. Что появился? Ну, ты же мне сказал, вот все. Лобщик вроде должен быть. Ну, посмотрим, будет, нет? Нет, ну мы заглянем, посмотрим по погоде. Я думаю, что если не закончится вся эта бодяга, Пойдем в Чайхану. пойдем, уж тогда пойдем разгуляемся. Не то, что пловчику поедим, да? Да.
А, если честно, вот здесь сейчас отдали мы 1400 с вами. Нормально. Повторюсь еще. Нет, что ел, что радио слушал. Неправда, неправда. Наелся, ты фантазируешь. Не надо. А мы там прошлый раз на 1,5 посидели. Плов, салаты там и прочее, прочее. Вот так. Да. Ну, это все разное. Заведения разные. Надо контейнер с собой носить, Валентина Ивановна. Например, Хотя у них там есть. Есть, мне просто хочется, чтобы мы съездили, и ты увидел, какая может быть корчма. В корчму. Все, я вам обещал, я пробью это все. Да, и мы... ты пробей. Просто с точки зрения... Чтобы нам далеко не ездить. Наверняка это нам далеко. где-то... Нет. Такой не будет нигде. Будет. Их сеть магазинов, этих корчм, как правильно сказать. Их по Москве, ну не то, что много, но штук 10 точно есть их. Я посмотрю Ну, где-нибудь. как тебе сказать? Ну, вот, одна была на ВДНХ. Ну, ты понимаешь, это бледная пародия. Не, ну так хозяин один у них, Валентина Ивановна. И мы сходим с вами обязательно. Вам понравилось там, да? Я чем была поражена? Спальный район, далеко от центра. Проходимость там, конечно, нулевая, но насколько у них все сделано, оборудовано. Причем не какая-то халтура и дешевка. Рушники настоящие, скатерти настоящие. Понимаешь, в чем дело? Еда именно приготовлена настоящая. А что, бывает не настоящая еда? Ну, как тебе сказать, ты Честно. понимаешь? Ну, пирожки давали, они соответствовали истине. Пирожки можно есть, и тесто хорошее, и начинка хорошая, всех видов, которые мы брали. Кстати, Да. в пансионате вы про пирожки говорили, хорошие были? Да, выпечка хорошая была. А что плохое было? Что плохое было? Люди, Не, ну это не еда. еда. Я про еду. Это еда. Это было связано с едой. Это была саранча, которая съедала все на своем пути. Сметала. Сметала. То есть вообще, ну понимаешь, ну вот как можно представить люди в очень солидном возрасте, очень солидного веса, то с костыликом, то с ходуночками, то еще с чем-то. Никогда не подумаешь, что такие шустрые. да? Нет, шустрыми они особо быть не могут, но они стараются оттолкнуть тебя, залезть, вот понимаете, и все. Я посмотрела первые дни, ни за что. И все, и ходила. Потом, когда спадал ажиотаж, что осталось, то осталось. И буду это есть. Ну, похудела на 4 килограмма. О, я только хотел спросить на у вас. 4 килограмма похудела. После пансионата. Ну, а как ты думаешь, если на завтрак у меня был стакан чая сладкого и 2 куска белого хлеба? Все. Потому От что... хлеба толстеют, Валентина. А я худею. Вот. Потому что была творожная запеканка, кусок, а творог я не ем. И больше ничего. Ни колбасы, ни сыра, ни салатов, ничего уже нету. Все это было, просто вам не Все доставалось. разнесло. Да, подносы все пустые, да. Да, да. Меня спасали супы. Супы всегда были. Супы отличные. В обед я наедалась. Вот это единственный раз, Ну, когда суп, я это была что, сыта. суп? Вода. Нет, был рассольник, был гороховый суп, был Ну, грибной суп. Вода, да. там горох, а тут огурцы соленые нет, плавают. Нет. Супы они умели готовить прекрасно. Иногда удавалось ухватить булочки. Да, один раз нарушила. Вместо одной взяла 2. Надо одну брать, а я взяла 2, голодная. А вот эта бочка, вот пишут тоже, от бочки тоже небезопасно, у некоторых давление там сильно подскакивает. Вы нормально эти бочки вот эти? Как они там, кислородные или как они? Нет, сейчас. По лечению у меня вопросов нет. Лечение на 5. Ну, я... Первое. Лавандовые ванны. Роскошные. Но метр с кепкой я. А ванна какая? Метр 70 самая больше, короткая. Больше. Она притаскивала мне табуретку, ставила вот так табуретку, я упиралась ногами, чтобы не утонуть. С лавандой решили. Дальше. Бочка. А бочка это кислородная. Причем, ты знаешь, какая интересная вещь, что этот углекислый газ, который там подается, он способствует всему нормализации, да? Абсолютно. Вот у нас
за одну минуту, 7,5 тысяч литров крови выбегает, потому что в организме человека 100 километров кровеносных сосудов. И вот это должно быть все. И вот эта кислородная бочка, она насыщает организм тем, чтобы он хорошо работал. Атеросклероза не будет, понимаешь, бляшек не будет. И вообще общее самочувствие хорошее. Вот, грязи очень приличные, грязи очень хорошие. Но намазюкают тебя, а я руки давала, руки. Намазюкаешь, сидишь 15 минут, потом смываешь, все. А у кого, значит, сидят, кому коленки, кому спину, кому плечо. Там все разные. Представляешь, картинка Шапито, кто с чем сидит. Причем все это в целлофан закручивается, в одеяло закручивается. Ну, в общем, понимаешь, это как будто мы на поле битвы. Все такие, как это, закутанные сидим. Пишут, конечно, говорят, партработник, поэтому и путевки получают. Как вы получили путевку в Сочи, Валентина Ивановна? Я обычная пенсионерка. Я стою на очередь, беру у врача справку, потому что я инвалид по кардиологии, 3-я группа. Короче, чтобы получить путевку, тоже все ступеньки ада проходите, Почему? да? Я сейчас даже больше скажу. Вот я сейчас приехала. Моя справка кончилась 4 апреля. Я не успела пойти. Мне нужна новая справка. Я пошла вчера в поликлинику. А мне нужно записаться к фельдшеру, который выдает эту справку. Что за справка? Чтобы встать на учет на путевку. На очередь, на новую, очередь новую. А фельдшер у меня будет только 15 числа. Справка кончилась 4-го. К фельдшеру я попаду 15-го. После 15-го я пойду в МФЦ, и меня будут ставить на очередь. Причем очереди у меня были солидные. Вот у меня очередь была 77 860. Я абсолютно, у меня законная бумага тебе выдает. Короче, вы получаете путевку на общих основаниях, никаких партработников, абсолютно. никакого А блата. причем, если я была... пишут. Да, Ну, это понятно, подожди что минуточку, кто Игорек. это пишет. Игорек, пусть успокоится. Если бы я была партработником, я бы не ходила на эти очереди, понимаешь? Там совсем была другая система. Там действительно, нет, они помнят по старым временам. Мы работали, когда я работала партработником, у нас был ненормированный рабочий день. Ну, это советские времена. Одну минуточку. Я могла прийти в 7 утра и уйти в 11 вечера. И так это совершенно не было 8-часового рабочего дня. Но если у нас подходил отпуск, нам всегда давали путевку для восстановления здоровья. Потому что за год мы выматывались по полной программе. Мы не сидели. Давали на выбор или куда? Нет. Куда дадут, туда Нет, дадут? Нет, можно было попросить. Я, например, всегда просила Крым. Давали, все. Поэтому, а сейчас я получаю путевки на общем основании, в общей очереди. Правда, спрашиваю, я подчеркиваю, значит, что я хочу. Подмосковье мне не надо, потому что я могу и у друзей на даче пожить в Подмосковье. Я хочу или Крым, или вот я захотела первый раз в жизни Сочи, или вот теперь я буду хотеть буду, получится Калининград, где я уже тоже была, в Солнечногорске, в Калининграде, везде. Я просто хочу туда съездить. Пишут, Валентина Ивановна пишут в комментариях и советуют Карелию и Кабминводы. Так, как Минводы отпадают сразу. Почему? Я была в Кисловодске, мне этот разреженный воздух для моей астмы не пошел. Я упала, выйдя только из вагона поезда. Я вышла, за чемоданчик взяла и отключилась. И обнаружила себя в санатории, куда меня привезла скорая помощь. То есть минеральные воды вам не подходят? Абсолютно. А Карелия? Карелия замечательная. Вы были И там? была в санаториях были, да? Нет, Или... путешествовала. Путешествовала. Ну вот тоже неплохо. Ну, Очень. правда, холодно, правда. Нет, А вы холод не там очень лето любите? разное бывает. Лето я служил в Мурманской области, она там рядом. Я и в Мурманске была, Летом... и в Архангельске была. Я была и знаю. А в Мурманске я зимой была. Вообще. Не, ну Карелия там, как называют, там
край там тысячи озер, там вот Тысяча это озер. всё. Было очень красиво. Говорят, красиво там. Да, Я не нет, был в Карелии, только нет. проездом. Нет, нет, с удовольствием. Но это опять, вот сейчас я получу справку, пойду в МФЦ, меня поставят на очередь, и я буду ждать, когда моя очередь. Кстати, сейчас в Москве сделали единую очередь. Это Если как? раньше было по районам. А. По районам А было. теперь полностью А по теперь вот Москве. если первый раз, когда я вот в Ялту ездила, Ага. у меня вообще было, если сейчас всего было 76 тысяч, а там у меня было 86 тысяч. Это 186 тысяч вообще. Ну, вы считаете, вот сейчас лучше сделали? Лучше, да. Будет лучше, да? Сейчас единая очередь идет. Она, как говорится, не отодвинуть, не придвинуть никуда, ничего. Она идет, 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 и все. Ну, рассчитываете на какое время? Ну, теперь уж я, конечно, не буду брать раннюю весну. Нет, вот сейчас вот если Сейчас ничего. уже сентябрь, октябрь, наверное, Да, или нет? не знаю, как получится. Я еще на очередь не встала. Это надо посмотреть, какая ситуация. А то, может быть, и до следующего года подожду. Может быть, и Ну, до а если следующего. предложат вот сентябрь, октябрь, ноябрь, Калининград, поедете? Поеду в Калининград с удовольствием. В это время нормально там? Нормально там. Я же в Калининграде работала с Калининградским госуниверситетом. Я в командировках Частенько там были, И в да? Никанто, да. Я там очень часто была. А потом, когда приезжала в командировку, в выходные я старалась поехать в маленькие города и смотрела. А потом же я была с Марком в Солнечногорске в санатории. А вот в сторону Сибири, там, не хотите там куда-нибудь? Алтай? Алтай, еще там какие-то курорты как- сейчас. Ну, в Абакане я была. В Абакане я была. На Саяно-Шушенской ГЭС я была. А предлагают, кстати, путевки в ту- Предлагают. в ту сторону? Нет, это надо самой покупать. Это надо покупать не, я самой. имею в виду социальные. Нет, социально Туда не нет. предлагают. Нет, нет, нет. Я сама видела. Я же на Байкале была. В Слюдянке была. Все. Мы путешествовали с друзьями. Это и в свое время, как говорится, когда работала. Так что на Байкале я тоже была. Понятно. Ну что, будем заканчивать, пойдем на танцы. Да, пойдем. Мы, вернее, заканчивать как будем? Сейчас мы пройдем на танцы, посмотрим. Если места там тихие, ловить там нечего, то пойдем продолжим Да. застолье где-нибудь в Допиваем. Тихойне, да? Допиваем, Давайте да. вам налью. Да. А ты не хочешь? Я не, а, не ты, очень. ты Я после... ж кофе выпил. А, ну да, у тебя же еще бадья была. Да, я Хорош, вот себе я- капельку. Так, ну и на всякий случай не прощаемся. Может, еще и встретимся в этом видео. Да, давай. Оп. Ну, со свиданием. Да. Так, значит, пансионат в Сочи в общем и целом Не, понравился? не пансионат, а санаторий. Санаторий, я их путаю. Это большая разница. Это огромная разница. Ну, извините, я по пансионатам и Да, санаториям... это, Игорек, это большая разница. чем отличается, Пансионат кстати? чистый отдых без какого-либо лечения, А. а санаторий, а и отдых и лечение. Ну, зададим вопрос по-другому. Санаторий в Сочи понравился вам? В общем и целом? Нет, понравилось только лечение. Только лечение. Только лечением. Остальное все очень требует большой доработки. Абсолютно. Ну, там, во-первых, в этом санатории сменилось руководство. 10 лет был один руководитель, сейчас сменяли, второй руководитель пришел. Ну, как говорят у нас по-русски, новая метла по-новому Метет по-новому. метет. Да. Вот. Может быть, наладится, может быть, наладится. Ну, вам бы представился второй шанс. Поехали туда? Никогда. Хороший Никогда. Абсолютно. А И, что? и даже, я тебе больше скажу, на Кавказ у меня была возможность поехать в Абхазию. Была экскурсия. А. И после того, как я посмотрела эти городочки рядом с Сочи, я не захотела смотреть ни Гагры, ни Гудауты, Ни Пицунду. ни Пицунду, ничего не захотелось. Кроме домов высотных и коттеджей, я там уже не увижу ничего. В Абхазии, как была там война в 90-е годы, так все в этом зачаточном состоянии, Бог с ним. все разбито. Я Вот, был в ней, да? отдыхал. Вот. Вон там Ну, вообще вот я в только пам- деньги Вот высасывают я в памяти, пылесосом. в памяти я оставлю, как я отдыхала там с друзьями. У нас была компания, как мы по пещерам лазили, как мы ночью купались в море и все такое Вот прочее. мне только и понравилось там Новый Афон, Новый Афон пещеры была. и Рица озеро. Да.
И то, говорят, рицы, сейчас и уже... сначала голубое, а потом Да, рицы. едешь, когда, да, 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 А голубое. там я была несколько раз. Я причем была сначала, когда вообще ничего не было, только дорога была, да? А потом, когда поехала, тоже уже прошло время, приехала, а там уже около озера Рицы все зацементировано. И огромная автостоянка наверху. Вот тебе самое лучшее высокогорное озеро. Такое тоже Да. было. Значит, что бы вы посоветовали вот своим зрителям? Кстати, вас когда смотрят, очень к вам прислушиваются, что вы говорите. Вот в этот санаторий, если вы ехать, не ехать, или каждый решает сам? Нет, обязательно есть такая возможность, путевку берите. Именно в этот санаторий, где вы были. Даже в этот санаторий берите. Почему? Потому что там хорошее лечение. И если там хорошая погода, это тоже многое исключает. Но людей не изменишь нигде, они такими останутся. Но во всяком случае, подышите, поспите, погуляете, полечитесь и Ну, отдохнете. опять же, лечебное голодание. Да. Если локтями не привыкли работать, да? Как у вас, -4. Некоторые люди в санаторий приезжают +10, +15. Нет, я не поверила. А у вас я -4. не поверила себе. Думаю, что-то такое, брюки сползают. То ли пуговица ослабла, то ли что. А весы-то у меня дома есть. Встала, ничего не вижу. Я думаю, очки одену. И это не то. А там же эти Ну да, полосочки, там да? эти электронные. Вот, ну-ка, электронные. Было 52, 48. 48. Да. Нет, вот так. Ну ладно, Давай. будем Давай, заканчивать. отправляемся, И да, на если танцы. что, встретимся. Если Да. нет, на Да, всякий пойдем? случай, до свидания. Да, пока. Пока. Всего доброго. Самое лучшее. Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. Но критикуете, я не обижаюсь. Критикуете. Критика иногда тоже полезна. Вот так. Надо было в другую влюбиться, чтобы губ твоих не целовать. Надо было в другую влюбиться, чтоб домой тебя не провожать. Надо было в другую влюбиться, чтоб увидев тебя не робеть. Надо было в другую влюбиться, чтоб тебе сладких песен не петь. Надо было в другую. Надо было влюбиться. Надо было в другую. Надо было влюбиться. Надо было в другую влюбиться, чтоб рассветы с тобой не встречать. Надо было в другую влюбиться, чтоб к другим тебя не Танцы ревновать. закончились. Вернее, не закончились, мы пораньше ушли с Валентиной Ивановной. Сейчас сидим в чайхане, где мы всегда сидели. И вот заказали один плов и один жареный лагман. И вот к плову идет вот салатик такой небольшой. И чайник чаю заказали. Вот, сейчас будем пробовать. А что вы мясо не положили? А я положила. Мяса нету у вас. Вот оно. Да что-то не видно. Яичко положите себе. Яичко не хочу, это я тебе дарю. Еще берите плов. Я тебе дарю. Вот я возьму, все, пока. А вот это кто будет есть? Тоже будем. Сейчас Пушкин? все. Подожди, не все сразу. Да? Не все сразу, Игорек. Попробуем сейчас, интересно. Так, ну что, это я тарелку к себе подвигаю? Да, Давайте да. еще вам. Кидайте себе еще рис. Давайте, я помогу вам. Все, хватит. Все, Давайте вот эту еще. все, О, все. по-братски. Не надо, убирай. Не, я вам думаю, вы это мясо возьмите. Не надо, это твое. Какое мое? Твое. О, салатик. Это ложек у нас много здесь. Одна, вторая. О, начали трапезничать. Валентина Ивановна что-то от мяса категорически отказалась. Ты мужчина и ешь. Плов едят ложкой, я не могу ложкой. Возьмем вилку. Хотел два. Куда там? Не съешь. Кто думал, такие порции огромные? Очень большие.
Я думаю, вот это паковать придется. А? В контейнеры домой возьмете. Ну, конечно. Попробуйте. Попробуем. Вот с мясом. Сначала я плов ем. Как вам сегодняшние танцы? Ну, в принципе, неплохие. Народу мало. И музыка не всегда была такая. Погода такая сегодня. И погода, да. Мгм. Но сегодня хоть было с кем танцевать, понимаешь, Игорь? Сегодня Роман вот этот был, этот с Кирова, Владимир. Единственный вот этот мальчик, который с Леной танцевал, я еще с ним не танцевала. Я с ним один раз вот танцевала давно. А какой мальчик? А, этот. Как его? Да. Костя. Вы с ним не танцевали? Сегодня нет. Не, ну а вообще. Да. Да? Давайте мясо вам положу, а то вы один рис едите. Скажет, объедает Валентина Ивановна. Я добровольно отдала. Добровольно-принудительно. Нет, а добровольно. Да? А, про наш чай забыла, наверное. Запивать. Запивать не хотите? Чай, принесите чай. Чай. Да, да. С щеблецом. Щеблецом мы хотим. Да, да, с щеблецом. Черный чай, да. Вот насколько здесь эта чайхана уютная. Да? Она... А там немножко по-другому. Там больше на столовую похоже. Ну, вы тут сразу забраковали. Потому что, Игорек, когда в чайхане самообслуживание, там же мы стояли, выбирали блюда, и потом они, наверное, их, помнишь, разогревали. Помнишь? Они их разогревали. Да, да, да. Смотри, настолько огромное здесь блюдо. Вот Это невозможно. лагман, гляньте. Невозможно. Жареный. Это вот, Троих Яйцо. накормишь. Троих накормишь. Вот троих. да. Мы вот разделили А с ты Валентиной возьмем, Ивановной. да, возьмем это, возьмем, ни в коем случае. Я не думал, что так много. О, Мы не съедим с тобой, просто очень много. ну, будем стараться. Спасибо. Это да. О, принесли нам чай, сейчас нальем. Покажи, какой красивый чайник. Сахар, вот она сейчас увидит. Как Валентина Ивановна. Какая красота. Ложечка вам. Видите, везде в чайхане приносят 3 пиалки. Вот нас двое, Я а ложка. пиалки приносят 3. Видите, знаете почему? Одну приносят, вот вы чай наливаете, и там Да, осадок, чаинки. да. Когда остается, вы Да, переливаете в да, одну, все, да. как мусор. Все как Вот положено. так. Вот видите, попадаются чаинки. О. Ну, вот это... А, нет, сахар есть. Вот, вот сладости, Нет, если нет, надо. нет, вот я говорю... Вот кусковой есть. Да, Не хотите вот кусковой? я это и буду. А я когда увидела конфеты, хотела сказать, непорядок. Конфеты не должны быть, а сахар. Ну, видите, вы раньше не увидели.
А уже сначала не увидели. Ну да, конфеты сверху лежат, смотри. На Идреже, в Ташкенте была, в Самарканде была, в Ургенче была, в Бухаре была. Пришлось с восточной кухней познакомиться. Да. Так, ну. Ваша еда блины, да, одни? Без всего. И хлеб. Ну, Но я хочу тебе сказать, дело в том, что когда я была... блины тот же хлеб. Игорек, когда я была на Сахалине у друзей, соседка была корейка, Ким Чаболь. Я, В прошлый раз. что? В прошлый раз вы сказали корейка. И давай нас поправлять свою. Корейка это мясо свиное. Да, корейка. А там кореянка, как будто мы не знаем. Да? Кореянка. Я знаю. Просто так мы уже по-простому. Да, всегда говорим корейка. Нет, кореянка. Одни так с юмором это говорили нам, а другие нам не учи, корейка. Не уж. И что? Вот она готовила сама, и когда она готовила сама, я немножко ела. Корейскую еду. это. Корейскую еду, да. А так вообще не ели. А чему? Почему? Не знаю. Я иногда просто смотрю и есть не буду. Так, мы вам вот в эту новую тарелочку сейчас вот эту и отложим, да? Будете есть, пробовать, лагман. Мне бы с этим справиться. Если не хотите, можно отставить в сторону. Да. Нет, ну здесь, понимаешь, в чем хорошо? Здесь семья придет и хорошо поест. И дешево. Да. Вот этим они и выигрывают. Вот сейчас пришла семья. Их 3 и 2 детей. Ну вот у нас сколько прям? Плов 400 рублей, да? Да. А это 300, Чай 150. а это 350. 350? Да, должно быть. Да. Ну вот считайте. 750, 900 рублей. Да, на двоих по 450. А вот это я всегда удивляюсь, что это такое, это горох, наверное. Горох, нут. А? Нут. Ну, горох. Так, сейчас мы с вами будем так, ложечку вам надо. Вы сахар будете сыпать? Ага. Вот туда Буду, киньте, буду. да? Ага, мерси. Вот сейчас чистая тарелка. Сейчас в антиниван не будем накладывать. Нет, меня не клади пока. Почему? Сам ешь, пока я это съем. Я пока не могу. Нет, я вам хотел чистую новую тарелочку. Не надо. Кушай спокойно. РВ одинаковые. Тогда я вот так сейчас сделаю. Попробуйте. Себе Вау. положу. Красиво как. Пододвинь себе, пожалуйста, отодвинь себе Не вот надо, эту я вот это капусту. Немножко положу. Блин. Она длинная. Лапша это. Хоть будем знать, что это такое. Но она не кончается. А что же они её веревкой, что ли, сделали? Да. О, одна кончилась, а это нет. Ну что, веревкой сделали. Придется обрывать. Обрывай. О. Ужас. Яичко, как ты сказал, Катя. Это Ты с сказал, яйцо. вот это. Ты представляешь, полный, как говорится, аршуш. А это вам есть. Ага, конечно. Вот это в антиниванном будет. Не буду. Не пропадать же добру. Конечно, нет.
Попробуйте. Попробуй, сейчас даем тут. Попробуй. Вкусно? Да. Съедобно? Ведь пробуем, просто узнаем, что к чему. Видите, это жареный лагман называется. Так, ну что, ждал я ждал, пока Валентина Ивановна плов доест. Она почему-то ела плов. Съела я, весь свой плов съела, спасибо. Кучку отодвиньте. Давайте вот этого очень попробуйте. вкусно. Попробуем. Давайте Сейчас двумя попробуем. вилками Сейчас на попробуем. тарелку. Или возьмите прямо к тебе. Не поставьте. надо, я все уже взяла, все. Все, спасибо. Вот этого возьмите. Нет, это не Яичница. Не хочу Мясо, яичницу. вот мясо. И мясо не хочу. Валентина Ивановна, чего вы такая капризная? А макароны я люблю. Ну ты же знаешь мой хлеб. Макароны, блины. Прям макароны. Вот, Так, макароны, вот, возьмите мясо. я не хочу мясо, спасибо. Ну, давайте, пробуйте тогда так. Очень вкусно. Очень Да, вкусно. что по одному взяли. Очень вкусно. 1 на 2. А скоро, когда будем все брать, это Чё? на 3. А, На 3 будем брать. так, чай я вам налил. Ну, давайте, расскажите, как вам вот этот жареный Да, лагман? ой, это жареный лагман. 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 Очень вкусный. Абсолютно с овощами. Пикантный. Не острый, да? И съедобный. А вот есть здесь соль, перец. Есть. Это вот всего достаточно. Это не наш метод. Так что... Ешьте, давайте. Я что ли должен только отдуваться за всех? Ну и что, мужчина? Тебе сам Бог велел? Желудок у меня что, Нет. как картофельный мешок? Нет. Вы специально, чтобы я должен кушать, чтобы я разжирел, как кабан стал, да, чтобы что стоя, что лежа одинаково было. От такой еды не разжиреешь. Почему? Еда достаточно жирная. Потому что много бегаешь. Мясо. Чайком запивать, да? Я получаю истинное Я удовольствие. сейчас себе тоже налью. Вам подлить? На весу не наливают, ставьте. А то денег не будет. Окей. Замечательно. А вы сахар Я вы- пьете или без сейчас? А? Вы сахар сыпали? Нет, я пью прикуску. Что-то я не видел, чтобы вы в прикуску. Я взяла, я взяла, уже съела. А я люблю без сахара. Да. Ну давайте, раз более крепких напитков у нас нет, О, чокнемся хоть чаем. да, чай вкусно. Как говорит пословица, Валентина Ивановна, чай не водка, много не выпьешь. Мне много выпьем. Чай вкусный, выпьем много. Мы уже чайник приканчиваем. Да. Ну, вы наелись, Валентина Ивановна? Я не наелась, я объелась. То есть вы опять сегодня взяли всего 2 блюда. Хорошо, я вас Да, послушал. ты послушал меня, молодец, умница. Дело в том, что этого достаточно даже было больше, чем надо. Поэтому, скажем, то, что мы сегодня заказали на 2, можно заказывать спокойно на 3. И этого будет достаточно, потому что все очень вкусно, очень, очень много. И очень много и обильно. Вот Ну всё. и хорошо, Самое мы, значит, главное, что чай. Да. Чай, все. Чайком Чайко, да. стукнемся. Чайко, Ну да. и отхлебнем до порядку. Да, да, Это когда мы борщ с вами варили, да. а у меня микрофон вот здесь был, и я чай. Они, что ты так сёрбаешь, такой некультурный. А мне столько написали. За что? Зато, ну я вот так сделал. Сейчас тоже, я специально, сейчас тоже писать буду. Ну ладно, это, как говорится, Это издержки производства. издержки производства. Это тоже. Давайте, до свидания. Вот, Еще раз всех, Да, сахарку. еще раз всех поздравим с Пасхой. Так что с светлым праздником, всех самых лучших пожеланий, всех лучших благ. Главное, чтобы было здоровье, благополучие
любовь близких, чтобы не было печали и забот. И самое главное, чтобы было мирное небо над нами, чтобы нам немножко было жить поспокойнее и получше. С праздником Пасхи. Ну, а мы на этом будем заканчивать. Как всегда, Валентина Ивановна, Да. ставим лайк, подписываемся на канал. Всего вам хорошего. И от меня тоже примите поздравления со светлым праздником Пасхи. Счастья, здоровья и удачи. Всего вам хорошего и до новых встреч. Да. А секрет на миллион у Валентины Ивановны до сих пор остается. Остается. Пока. Пока его озвучивать. Пока, да.